Всем привет! Меня зовут Ольга. Я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы поговорим о спатифилуме, а именно о том, что ему нужно для того, чтобы зацвести. Меня просили показать растения, которые я пересаживала в прошлом видео, как они себя чувствуют, что с ними происходит. Давайте посмотрим. Первое растение – это спатифилум, который я пересадила в глиняный горшок. Чувствует он себя великолепно, несмотря на то, что я обрезала ему очень много корней. Второе растение я разрезала пополам и рассадила в два горшка. Один сейчас перед вами, он цветет. Второй выглядит так же, но на тот момент, когда я снимала их на видео, цветов на нем не было. И третье растение – это вот это, которое сейчас перед нами. Несмотря на то, что растение было пересажено, вносились удобрения, цвести он не захотел. В середине июля я уже не выдержала, вытащила его из горшка опять, отделила от него две розетки, рассадила их каждый в свой горшочек, а это растение вернула обратно. Сижу, жду, думаю, ну какой-то из трех зацветет сейчас. Проходит неделя, вторая, третья, ничего не происходит. И я поняла, что растению не хватает каких-то элементов питания. Жидкие минеральные удобрения, видимо, не смогли пополнить запас. И тогда я решила рискнуть и насыпать обычные древесные золы. Я насыпала 1,5 чайные ложки сухой древесной золы, перемешала с верхним слоем грунта и полила водой. Через 2 недели показался первый цветонос, вот этот цветочек вышел первым. 2 дня я ходила, радовалась тому, что я наконец-то нашла средство, чтобы мое растение зацвело. А через 2 дня в голову начали закрадываться сомнения о том, что это могла быть случайность. Что это просто стечение обстоятельств, и зола здесь совершенно ни при чем. Тогда я вспоминаю, что у меня есть еще 2 розеточки, отсаженные от этого растения. Они оба прекрасно принялись, но точно так же не цвели. И я решила в один из них насыпать золу, во второй не сыпать, и посмотреть, как они будут развиваться дальше. Проходит 5 дней, и у спатифилума, который я подкормила золой, появляется цветонос. Вот он. Сейчас он уже полностью раскрылся, большое белое покрывало. Недолго думая, я насыпала золу и в 3-й горшочек. Через неделю в этом горшочке спатифилум также зацвел. Вот он, цветонос его, еще не распустился. Вот, но пока я тут экспериментировала, 1, 2, 3, в моем первом горшочке вышло еще 3 цветоноса. Вот второй. Вот 3 и вот здесь 4. Вот он. То есть здесь из 7 розеточек у меня зацвели 4, а здесь каждая. В золе содержится очень много разных микроэлементов. В большей степени это калий, различные соединения кальция. Видимо, именно этих элементов не хватало моим растениям. Ни в коем случае не призываю всех использовать древесную золу и сыпать ее везде и всюду. Далеко не всем растениям она подходит, каким-то она будет даже вредна. Сыпать ее тоже нужно очень умеренно и аккуратно, иначе растение можно даже навредить. Поэтому, если вы пересадили свое растение, оно в порядке, выглядит прекрасно, корни не гнилые, листики новые выросли, а цветение не происходит, то обратите внимание на свои удобрения. Возможно, они не подходят, нужно сменить фирму. Возможно, вашему растению нужно вносить удобрения чаще. Кто-то вносит его раз в месяц, а надо вносить 2 раза в месяц. Кто-то вносит 2 раза в месяц, а лучше раз в неделю. Но главное увеличивать не концентрацию удобрений, а количество внесений. Если все-таки решитесь использовать золу, обязательно почитайте, как ее использовать. Я сейчас на этом останавливаться не буду. Могу сказать только одно, что спатифилуму она подходит. Насыпала я ее 1 раз. В этом сезоне точно подсыпать больше не буду. И смешивать с другими жидкими и прочими удобрениями тоже ее нельзя. Я этого делать не буду. Если все-таки захочется добавить какое-то минеральное удобрение, то делать это лучше внекорневой подкормкой, то есть по листу. А у меня на сегодня все. Надеюсь, информация была вам полезна. Желаю пышного цветения вашим растениям и до новых встреч!